Инстинкт заставляет любить и ненавидеть, гонит на войну, на охоту, на драку стенка на стенку и, конечно же, в чью-нибудь постель. Инстинкт – это непреодолимая внутренняя сила, и ее надо слушать, иначе вымрешь. Мы так часто объясняем свое поведение инстинктами, что даже не замечаем, что на самом деле их у нас нет. Ну, кроме одного. Спокойно, я сейчас все объясню. Меня зовут Женя Тимонова, и я расскажу, как отличить настоящий биологический инстинкт от дешевой голливудской подделки. Вот чайка нашла еду, много еды. И что она делает первым делом? Она орет. Да так, что на ее крик слетается целая стая чаек. Господи, какая же я дура, думает чайка, зачем же я орала? Но, с другой стороны, у меня не было выбора. Кричать при виде еды – это мой инстинкт. Земляная оса нападает на тарантула, жалит его точно в ганглий, парализует и превращает в живую консерву для своих деточек. Она первый раз видит тарантула. Она вообще не знает, что это тарантул, не знает, где у него ганглий, она не знает ничего. И просто делает это с первого раза. Ведь когда ты имеешь дело с тарантулом, второго у тебя не будет. Потому что это ее инстинкт. А вот паук-скакунчик хочет секса. Но могучий инстинкт заставляет его танцевать. Иначе его... не будем об этом. А его самка хочет есть, но вид разноцветного смайлика заставляет ее забыть о еде и задуматься о детях. Инстинкт, кроме всего прочего, это еще и демонстрация, обозначение своих намерений. Универсальный врожденный язык, понятный всем представителям вида. Или вот возьмем бобра. Нет, к черту бобра. Соловья. Весна, гормоны, он хочет размножаться. Что велит ему инстинкт? Может быть, хватать ближайшую соловьиху и тащить в кусты? Нет, инстинкт велит ему петь. Притом петь как соловей, а не как дрозд, скворец или луча на повороте. Ведь инстинкт вида специфичен, одинаков у всех представителей вида. Фактически это орган, только не тело, а поведение. И как всякий орган, он передается по наследству. А вот и наследники, голые, страшные орут. Господи, что с вами делать? И тут такой инстинкт изнутри голосом Моргана Фримана. Эй, птенчик, слушай сюда. Проголодался? Видишь что-то такое сверху? Открывай рот. И вообще получил от мира определенный сигнал, исполнил определенную последовательность действий и удовлетворил определенную потребность, в данном случае голод. Классическая формула Лоренца Тинбергена. Инстинкт – это врожденная потребность плюс ключевой стимул плюс фиксированный комплекс действий. Инстинкт делится на две фазы – аппетентную и консуматорную. Ладно, не запоминай. А вам, папаша, ключевой стимул – это вид желтого рта, а фиксированный комплекс действий – складывать туда букашек. Вот так, молодцы, идеально, как будто всю жизнь этим занимались, хотя видят друг друга первый раз. Но вот гнездовой паразит кукушка подкинула проблем с вот такой пастью. Птички, стойте, куда же вы его кормите? Вы что, не видите, что это не ваш ребенок? Ну, видим, но ничего не можем с собой поделать. Предъявление желтого рта включает у нас программу кормления, и чем больше этот рот, тем активнее работает программа. И поэтому особо злостные кукушата даже имеют дополнительные желтые пятна на сгибах крыльев, как бы лишние рты, чтобы уж точно не оставить родным деточкам никаких шансов на родительскую заботу. И родные деточки умирают от голода на глазах отца и матери, благодаря их отца и матери родительскому инстинкту. Инстинкт, да что ж ты такое? Почему здесь ты помогаешь выживать, а здесь, наоборот, мешаешь? Инстинкт – это врожденная форма организации поведения, которая, как это часто бывает у бережливой хозяюшки эволюции, возникла для экономии. Экономии времени и мозгового ресурса. С помощью инстинктов даже самыми маленькими мозгами можно творить великие дела. Заниматься конструированием, нейрохирургией, животноводством, строить города, менять русло рек, летать в космос. Ну, нет, не в космос, но из Арктики в Антарктиду, как полярная крачка, легко. Врожденные и прошитые программы занимают в мозге гораздо меньше места и срабатывают гораздо быстрее, чем освоенные самостоятельно. Круто? Очень круто. Но только до тех пор, пока все идет по плану. Пока ваши жизненные задачи просты, а жизненная форма незатейлива, этого достаточно. Поэтому беспозвоночные, членистоногие и особенно насекомые делали главную ставку именно на инстинкты. Практически все в их поведении – это врожденные программы. Настоящий триумф инстинктов, как они есть. Но мы позвоночные и сами сложнее, и жизненные задачи у нас сложнее. И поэтому к врожденным программам нам пришлось кое-что добавить, а именно опыт.
сын ошибок трудных, результат социального научения, а у кого-то тогда же плод работы интеллекта. И если у низших позвоночных доля отсебятины в поведении еще не велика, то у высших оно состоит из нее иногда чуть более чем полностью. Ведь инстинкт, он как старый прапорщик. Мне не надо как лучше, мне надо как всегда. А это не всегда хорошо. Чтобы приспособиться к гибким, разнообразным, меняющимся условиям, надо самому быть гибким и пластичным, а инстинкт жесткий, и в этом его главная проблема. И чем сложнее животное, тем больше в его поведении роль интеллекта и опыта и меньше инстинкта. И сам инстинкт из готовой поведенческой модели под ключ превращается в грубую заготовку, поведенческую болванку, которую еще надо долго доводить до ума и обтесывать. Ну или не доводить до ума, а наоборот забросить куда-нибудь под ковер за ненадобностью. Канарейка от рождения худо-бедно умеет петь, бобр строить, а котик убивать. А человек, шимпанзе или горилла от рождения не умеют ничего. Нет, конечно же, мы не появляемся на этот свет как чистый лист. В нашем поведении полно врожденных элементов, склонности, способности, пределы обучения, но все это не инстинкты. В лучшем случае их бледные тени. Ведь, как и все в эволюции, инстинкты исчезают не сразу, а, вот как чеширский кот. Меня как бы нет, но кое-что от меня еще осталось. Особенно у младенцев. Рефлекс Моро, поисковый, сосательный, хватательный, примерно 1,5 десятка специфических младенческих рефлексов, которые облегчают выживание на первых порах. Но к годику это все проходит, и дальше только учиться, учиться и учиться. Ну а если вас некому учить, бывали такие случаи, то вы станете ребенком Маугли. Но не в том смысле, что будете в белых трусах скакать по лианам и обниматься с пантерами, а в том, что будете абсолютно не приспособлены к жизни в человеческом обществе. Но если хорошенечко покопаться, то можно и у нас кое-что найти. Ученик Конрада Лоренца Эйб Эббисфельд хорошенечко покопался, проанализировав с помощью мимических тестов Пола Экмана съемки 255 представителей разных народностей и таки нашел у Homo sapiens настоящий инстинкт. Назвал его eyebrow flash. Все люди во всем мире, во всех культурах, включая слепых от рождения, при встрече неожиданной с приятным для них человеком на 0,6 секунды поднимают брови. Все. Но, тем не менее, это настоящий инстинкт, не рефлекс. Здесь есть врожденная потребность коммуникативная, свойственная всем людям. Здесь есть ключевой стимул – приятный вам человек. И здесь есть фиксированный комплекс действий, последовательное расслабление и сокращение мимических мышц, образующее совершенно четкий двигательный паттерн. Это инстинкт. Ну и еще там кое-что по мелочи. Так или иначе, среди всех наших как бы инстинктов eyebrow flash главный, самый яркий и выраженный, а поэтому основной. И научно-корректная версия фильма «Основной инстинкт» должна выглядеть так. О, Майкл Дуглас! Когда-то мы и сами, и наши коллеги употребляли слово «инстинкт» в совершенно его разговорном смысле для обозначения некой врожденной, плохо осознаваемой и труднопреодолимой потребности. Но с тех пор в науке многое изменилось. В науке вообще постоянно что-то меняется. Совершаются новые открытия, пересматриваются старые термины. И вот инстинкту в этом плане особенно не повезло. Вообще-то его изобрели философы очень-очень давно, еще Хрисип. Потом он ушел к психологам, от психологов к биологам. А когда эволюционные идеи захватили самые отсталые слои населения, инстинкт стал уже вообще значить все, что угодно. И из-за этого сделался ужасно неудобным в употреблении. И тогда научное сообщество волевым решением сократило его значение до первоначального. То есть инстинкт – это врожденный фиксированный комплекс действий в ответ на предъявление ключевого стимула, удовлетворяющий некую врожденную потребность, ну и, возможно, в это еще включаются элементы опыта и научения. Ну и в таком виде его у человека нет, кроме вот этого. Позвольте, скажете вы, а как же материнский инстинкт самосохранения, стадный, охотничий? В конце концов, самое инстинкт продления рода. Что вы на это скажете? Да, его у нас тоже нет. Более того, его нет даже еще у человекообразных обезьян. Все, что у нас есть, это обусловленная гормонами сексуальная потребность. Но если нас не учили, что с ней делать, все, на что хватит наших врожденных умений, это мастурбация.
Влечение – это потребность, фрикции – это рефлекс, но никакой врожденной программы по превращению первого во второе у нас нет. Только учиться, учиться и учиться. Что, кому-то захотелось учиться? Охотничьего инстинкта у нас тоже нет. Никто из нас не рождается запрограммированным добывать дичь строго определенным способом, как акула, орел или богомол. Этому можно только научиться. Да и то совершенно не обязательно. И, конечно, нет никакого инстинкта самосохранения. Камон, что это за такой инстинкт, на который плевали даже скорбные префронтальной корой подростки? Остаться в живых и желательно в целых – это врожденная потребность. А уж как вы будете ее реализовывать, это зависит от вашего воспитания, интеллекта, ситуации в вашем районе и, конечно же, от уроков ОБЖ. Ну и материнского инстинкта у нас тоже нет. И это так мило, что мы даже сделаем про это отдельный выпуск. Инстинкты путают с врожденными потребностями. По Симонову их 3 типа. Первое – витальные. Есть, спать, размножаться, экономить силы. Да, лень – это врожденная потребность, а не второй основной инстинкт, как вы про нее думали. Следующее – это социальные. Любить и быть любимым, принадлежать к группе, воевать за своих, бороться с чужими и вот это вот все. Третье – идеальные. Самопознание, познание и прочий поиск смысла жизни. И каждый из нас удовлетворяет эти потребности не единым эволюционно одобренным способом, а уж как ему Бог на душу положит, что, разумеется, не есть истинный инстинкт. Инстинкты путают с рефлексами. Рефлекс – это простой моторный ответ на неспецифический раздражитель. Например, отдернуть руку от горячего, от острого, от холодного, от противного, от внезапного. Чихнуть в ответ на пыль, солнце или сопли, зевнуть, потому что хочется спать, потому что мало кислорода или потому что кто-то зевает, вздрогнуть в ответ на резкий звук, резкую вспышку или от того, что кто-то медленно положил на плечо холодную руку. Инстинкт насыщается, а вот рефлекс не насытен. Вы не вскинете брови даже на Шерон Стоун, если уже видели ее час назад. Но будете исправно зажмуривать глаз ровно столько раз, сколько раз она будет вас в него целовать. Ну или тыкать. Ну и, конечно же, инстинкты путают с социальными стереотипами. Формами поведения, которым мы научились настолько давно и настолько крепко, что нам уже кажется, что мы с ними так и родились. Но это неправда. Стереотип с греческого «жесткий отпечаток», и эти формы поведения, в отличие от настоящих инстинктов, можно размягчить и заменить другими, уже по нашему выбору. Ведь инстинкт не дает вам выбора. Выбор – это привилегия интеллекта. Итого, инстинкты беспозвоночных – это нормальные такие стальные рельсы, с них не свернешь. Инстинкты позвоночных – это, такая вот деревенская дорога. Она как бы есть, но местами ею можно пользоваться только со специальной подготовкой. Но она высшим приматам достались уже только указатели туда. И мы, тем не менее, идем туда, и детей своих учим туда ходить. И в результате протаптываем в это туда такую глубокую колею, такую прям колеюгу, что нам уже кажется, будто мы в ней родились. Хотя это не так. Мы слишком умны, чтобы у нас были инстинкты. И вообще вся история человечества – это история непрерывной победы над ними. И если какая-то плохо преодолимая сила гонит вас на войну, в драку, в чужую постель или к ночному холодильнику, не надо сваливать это на несуществующие инстинкты. Свалите уж лучше на какого-нибудь Карлсона, пока наука не доказала, что и Карлсона у нас тоже нет. С вами было «Все как у зверей». Пока. Инстинкт, да что ж ты такое? Почему здесь ты помогаешь выживать, а здесь, наоборот, мешаешь? Да! Возмутительно. Что, кому-то захотелось учиться? Нет, это строго, строго. Учиться, учиться и учиться. Что, кому-то захотелось учиться? Облдрамтеатр.
Меня зовут Женя Тимонова, и я расскажу, как отличить настоящий биологический инстинкт от дешевой голливудской подделки. Ничего не видно было. Нормально все, красиво. А еще нам очень нравится, когда вы ставите нам лайки. Пишите в комментах все, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал, становитесь нашим патреоном, помогайте нам снимать эти выпуски. И, конечно же, приходите на наши лекции. Про все это можно прочитать внизу под видео. Все. Да.